Приветствую всех гостей канала «Жизнь женщин». В наш век скоростных технологий у женщин после 60 наблюдается страх старости. Возможно, это связано с тем, что индустрия красоты навязывает нам модные стандарты, пропагандирует молодость, зарабатывая на этом огромные деньги. Давно используется омолаживающая и декоративная косметика, маскирующая возрастные изменения, делают пластические операции для коррекции внешности, рекламируются средства для похудения. Все это приводит к тому, что женщина боится стареть, боится видеть в себе возрастные изменения. Это не столько страх быть немодной, а страх оказаться за бортом жизни, быть отвергнутой обществом с его фальшивыми стандартами и ценностями. Иллюзию вечной молодости поддерживают также современные гаджеты, снабженные камерами с фильтрами для коррекции фотоснимков. В результате женщина перестает воспринимать себя реально. Одним из последствий этого страха является одиночество. Отсюда и исходит желание видеть рядом с собой молодых партнеров. Глядя на них, подкрепляется иллюзия собственной молодости, и ответственность за свое старение перекладывается на партнера. Вы можете сказать, что этот страх помогает людям держать себя в форме, следить за собой, бегать. Но я скажу, что страх заставляет людей убегать. И многие не добегают, потому что дают организму нагрузку, исходя из иллюзий, без учета реального положения дел. Нужно любить и беречь себя. Все это вовсе не значит, что нужно сидеть и ждать старости, не вставая с дивана. Это значит, что нужно учитывать потребности организма, давать организму то, что ему нужно, и не давать то, что ему вредит. Это значит обеспечить себе сбалансирование питания тела и разума, души и духа. Это включает в себя разумную физическую нагрузку, оптимальное питание, уход за своим телом и лицом, интеллектуальную деятельность, получение различных эмоциональных переживаний и принятие себя частью Вселенной. Молодо и красиво выглядит и ощущает себя женщина с огоньком в глазах. Вот тогда она счастлива. Конечно, для этого нужно отпустить страх старения. Страх возраста заставляет многих женщин идти на кардинальные меры. Экстремальные способы омоложения сейчас очень популярны среди дам за 60. И все зачем? Чтобы продлить молодость и отсрочить появление морщинок. Вспоминаю свою учительницу, которой было за 70. Назвать ее старушкой никогда язык не поворачивался. И не потому, что у нее не было морщин или седых волос. Несмотря на то, что жизнь щедро усыпала ее лицо бесконечными бороздами и волосы она не красила, это была невероятно привлекательная женщина. Просто она следила за собой, лишь слегка подкрашивала губы, изредка ресницы. Не броско, а просто, чтобы подчеркнуть естественную красоту. Она была очень приятной и умной женщиной, всегда умела держаться с достоинством. Несмотря на строгий учительский взгляд, ее легкая светлая улыбка излучала доброту. Казалось, что эту женщину никакой возраст не способен испортить. Это я к тому, что красота женщины не в отсутствии видимых возрастных изменений. Но дамы за 60 убеждены, что именно морщины сделают их менее привлекательными. И в свои 60 хотят, чтобы их кожа была такой же гладкой, как у внучки. На мой взгляд, красота не признает правил. Красивым может быть лицо 90-летней женщины с хитросплетением морщин, за которым скрывается столько переживаний и эмоций. Красота в глазах смотрящего, говорит Пенелопа Круз. Когда женщина зациклена на своей красоте, она не может жить полноценной жизнью, получать от нее удовольствие. Это постоянный психологический стресс. Без конца думать о том, как ты выглядишь, и не слишком ли у тебя сморщен лоб. И в чем, собственно, смысл этой погони за вечной молодостью? Разве гладкая кожа делает человека счастливым? Разве внешность гарантирует нам душевный покой и гармонию с окружающим миром? Ты либо нравишься тебе такой, какая ты есть, и принимаешь естественные изменения, либо нет.
Женщины за 60, которые постоянно молодятся, выглядят скорее глупо, чем красиво. И есть роскошные дамы, которые не боятся возраста и не прибегают к экстремальным косметическим процедурам. В пожилом возрасте они притягивают людей своей харизмой, интеллектом, природным обаянием. Морщинки совершенно не влияют на их привлекательность. От них исходит такая уверенность, такое спокойствие, что многие 30-летние могут только позавидовать. К примеру, выдающаяся артистка балета Майя Плисецкая. Вот что она говорила по поводу внешности. От морщин никуда не деться, но молодящийся старичок или старушка – это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад, но ухожен он или нет – это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека. Всегда видно, ухожено оно или запущено. Почему люди не переживают о состоянии своей души так сильно, как о состоянии кожи? Если женщина любит себя и окружающих, следит за своим здоровьем, чем-то увлекается и радуется каждому новому дню, не зависит от чужого мнения и не зацикливается на обертке, то она будет выглядеть привлекательно, несмотря на прожитые годы. А дамочки с силиконовыми лицами, на которых не видно мимики, это глупые и бессмысленные попытки обмануть природу. Француженки считают, что отсутствие морщин у зрелой женщины – это скорее признак психологических проблем, чем повод для любования или зависти. Подтяжка лица быстрее выдаст возраст, чем ее отсутствие. К тому же некоторые процедуры не всегда проходят удачно и могут лишь испортить внешний вид, а не улучшить его. Так стоит ли так рисковать и пытаться удержать молодость любой ценой? Сколько бы косметических процедур мы ни сделали, как бы ни пытались изобразить молодость, слишком много видели наши глаза, чтобы быть похожими на глаза юной девушки. Слишком много слез пролила каждая из нас, каждая со своей бедой наедине. Слезы оставляют следы, которые не замазать тональным кремом. Поэтому, когда меня спрашивают, как одеваться, чтобы выглядеть моложе, я отвечаю – никак. Не существует таких нарядов, которые бы стерли ваш опыт, спрятали вашу зрелость, перечеркнули все, что вы знаете о жизни. Но если, несмотря на все это, мы улыбаемся, радуемся, имеем желание наряжаться, украшать себя и собой этот мир, то значит не возраст победил нас, а пока что мы его. Счастливая улыбка на лице взрослой женщины – это золотая олимпийская медаль за выживание. Улыбайтесь, это лучший макияж. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересного для себя. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!